Привет-привет! Вторая часть марлезонского балета. В прошлый раз у меня не получилось целиком снять расклад по техническим причинам. Первая часть была на Афру, ссылка есть в описании. Заходите, смотрите. Сегодня смотрим Мерта Рамазана Демира. Сначала как личность индивидуальную, свою собственную, самостоятельно. А потом посмотрим отношения, собственно, с Афрой. Как начинались, как продолжались, почему закончились, будут ли еще. Очень большое количество народу интересуется, собственно, личной жизнью. Но для того, чтобы понять, что пошло не так в личной жизни, нужно сначала разобраться в том, что за человек сам по себе. Давайте смотреть. Мерт Рамазан. Суть личности. Дух. Вы поглядите на него. Это из богатой семьи, дружочек? Расскажите мне, пожалуйста, хорошо ли у него все с наследственностью? Потому что с уверенностью в себе, с самоуверенностью, с самомнением даже у человека теоретически должно быть все в порядке. Активный, энергичный, яркий, принимающий решения, не боящийся инициативы. И это даже не человек, который, сломя голову, что-то делает, и потом оказывается, что это ошибка или не надо было это делать, да, какая-то импульсивность или яркость, может быть, в этом проявляется. У этого человека так-то все складывается очень хорошо. Я думаю, что на этой яркости, импульсивности, это вот харизматичность какая-то, да, сила характера, он этим умеет и пользоваться тоже. Его научили. Я думаю, это из родительства какого-то идет, потому что сразу изначально при рождении были задатки, ну, я прям сейчас сильно скажу, да, великого человека, человека со способностью, человека, могущего реализоваться. Дальше идет вопрос окружения и воспитания для того, чтобы ты смог проявить эти свои качества, заложенные в тебя природой. Заложено природой в человека достаточно. Он и разумный, и рачительный, и где-то сообразительный может быть, но при этом яркий, харизматичный, общительный, на социум и на общение, собственно, с людьми настроенный. Это не интроверт какой-нибудь, это очень яркий, очень, может быть, импульсивным, может быть таким, ну, вплоть до агрессивности, да, таким каким-то сильно проявляющимся человеком. Но вот еще раз, вся эта яркость и импульсивность, она не мешает ему, ну, не совсем холодно соображать головой, но все-таки соображать головой, все-таки иметь планы на будущее, все-таки строить какую-то перспективу, как-то планировать, может быть, на будущее, как-то пользоваться этими своими способностями для улучшения своего состояния, а не просто разбазаривать вот эти какие-то внутренние качества, которые просто так тебе были даны. Как золотая молодежь делает: у тебя от папы много денег, пойду потрачу все. Здесь какая-то рачительность даже присутствует. Здесь можно получить от родителей какой-то запас, но не просто так разбазарить его на свою легкую жизнь, а приумножить или как-то воспользоваться этим правильно. Положительные и позитивные черты характера, которые помогают ему. Ну вот, во-первых, эмоциональность королю жезлов очень хорошо подходит. Чувствительность, чувственность. Его импульсивность, экспрессивность и яркость, она идет от чистого сердца и от светлой части этого чистого сердца. Не потому, что он там избалованный ребенок, например, да, или потому, что он невоспитанный был, или потому, что ему все с детства позволялось, и теперь он, значит, по головам других людей ходит просто потому, что он главнее и важнее всех остальных. Нет, это достаточно эмоциональный, достаточно чувствительный, достаточно открытый человек, который просто искренне выражает свои эмоции. Да, они бывают яркие, да, он их не стесняется, да, он, может быть, не выбирает момент, когда их нужно высказать. Если ему что-то не нравится, вы сразу по лицу увидите, что ему не нравится. Если он где-то не согласен, он встал и вышел. Он не будет делать красивое лицо и долго дипломатично сидеть и никак не показывать свое внутреннее состояние. Это внутреннее состояние у него есть, он достаточно искренне его проявляет. Шестерка мечей, может, и не жезловая карта, да, не очень социальная, но здесь у нас аж 3 человека на карте нарисованы. Это часто очень в позитивной стороне своих значений может быть какая-то помощь и какая-то ответственность, какая-то необходимость самому продвигаться и других продвигать, не забывать людей по пути.
стремление к движению в жизни все равно есть. Даже какие бы у тебя хорошие не были вводные изначально, это не значит, что нужно сидеть на попе ровно и всячески пользоваться теми благами, которые на тебя сверху упали. Нужно что-то делать, нужно как-то приумножать эти блага, улучшать свое состояние, делать лучше, чем было раньше. Осознание того, что для этого могут понадобиться другие люди, это в жезловом короле тоже заложено как-то. Это очень социальная мать такая, которая понимает необходимость взаимодействия с окружающими людьми просто потому, что один ты не совсем можешь справиться. С одной стороны, по шестерке мечей можно выехать на других людях и воспользоваться ими, и их возможностями для своего собственного продвижения. Но это я не скажу, что это карта благодарности, но это карта состояния такого внутреннего, когда ты имеешь в виду, что один раз ты проехался на других людях, кто-то тебе помог, потом, когда ты стал лучше, стал сильнее, стал богаче, власть появилась у тебя, авторитет какой-то. Теперь ты можешь тянуть за собой людей, теперь ты можешь им помогать. Не совсем благодарность, но такая вот ответная такая реакция. Знаешь, что ты можешь помочь, помоги. И, скорее всего, по королеве кубков у него это получается достаточно искренно. Он и не забывает своих, может быть, старых школьных друзей. И когда общение какое-то на съемках происходит, может продолжать это общение с коллегами, со своими или с какими-то людьми, с которыми он работал, дальше потом, когда кино заканчивается. Переписываются, дружат, может, это поверхностное, может, это не какая-то глубокая прямо связь, которую не разорвешь уже потом. Просто приятность этого общения, благодарность этого общения, она присутствует. Он понимает, что ему для жизни нужны другие люди, и он искренне совершенно и берет у них, потому что так мир устроен, можно брать, нет ничего плохого в том, что ты пользуешься какими-то ресурсами других людей, если они могут себе это позволить, если это, по обоюдному согласию этот процесс происходит. Потом и отдать тоже можно, не обязательно этому человеку, можно отдать кому-то, кто больше нуждается. То есть такой круговорот добра в природе. Он это понимает, он это осознает, у него это хорошо получается. Он, скорее всего, достаточно на личном общении достаточно приятный человек. Не та картинка, которую он может позиционировать, на камеру, например. Мы сейчас еще посмотрим, какое у него отношение к папарацци, к тем людям, которые лезут в его личную жизнь, которые навязчиво это делают, которые встревают туда, куда он их не пускал, когда это не обоюдное взаимодействие. Но те люди, которые с ним рядом, семья, друзья, люди, которых он сам принял и которым он сам согласен помогать, он с ними достаточно добрый, общительный, интересный и наверняка очень приятный в общении человек. Лучше всего идеально у него по жизни что получается? Грустить, переживать, рефлексировать. Ой-ой-ой, 2 четверки. Это у него лучше всего получается. Не то, чтобы он это тренировал, и не то, чтобы это какая-то позитивная черта. Просто это у него лучше всего получается. Возможно, за счет королевы кубков, которая эмоциональная, которая чувствительная, которая чувственная, которая все, что ты проживаешь, пропускает через сердце, а не через холодную голову, например, не избавиться от того, что ты периодически рефлексируешь, периодически возвращаешься мыслями к старым каким-то ситуациям, перепродумываешь их. За счет какой-то нерешительности, может быть, тянешь время, а вдруг что-нибудь, не знаю, а вдруг не получится, а вдруг получится опять как в прошлый раз. А если я неправильно понял, а может быть переспросить, а может быть не спешить, может быть чуть-чуть попозже это все. Вот такая какая-то, как это может быть хорошо, это нерешительность, и это не, может, даже не самостоятельность какая-то. Возможно, в свете яркости короля жезлов и в свете насыщенности королевы кубков мог бы быть, чисто теоретически, очень импульсивным, очень внезапным, очень резким человеком, который сначала делает, а потом соображает, что можно было сделать по-другому. Или не делать, например, совсем. Может быть, это не самое приятное то, что ты сейчас сделал, на импульсе просто выплеснув. То есть какая-то внутренняя работа над собой и внутреннее напряжение по сдерживанию этих эмоций все-таки происходит. И это выученный, натренированный уже такой эффект,
который, судя по тому, где у нас эти карты здесь лежат, приносит ему пользу в жизни. Это хорошо, что ты яркий, энергичный и харизматичный, и очень хорошо, что ты с этой яркостью и с этой харизмой научился работать вплоть до того момента, где кое-где сдержаться надо, кое-где эту импульсность нужно притушить немножечко, кое-где нужно и голову включить тоже. Это полезно. Нельзя просто вот так вот гореть необдуманно, да, без какой-то стратегии, без осознания последствий. Может быть, пару-тройку раз где-то там обжегся, и теперь уже чуть более осторожный, чуть более спокойный, чуть наоборот, менее эмоциональный в ожиданиях своих, в фантазиях, когда нету вот такой вот экзальтированности детской, когда «Ой, мне так это нравится, у нас это сейчас все так получится, здорово, сейчас я вот…» Когда ты не видишь подводных камней, когда ты не видишь сложности процесса, когда ты врываешься туда, как маленький ребенок, да, я сейчас вот все здесь делаю, потом вдруг оказывается, что это не так-то просто, что это требует усилий, то ли чтобы не разочаровываться, то ли потому что эти разочарования уже были, как будто бы эту эмоциональность тоже нужно немножечко принижать, почему-то кажется, принижать неправильное слово, придерживать, может быть, чуть-чуть в себе, не улетать совсем в облака от каких-то фантазий, тогда и вниз лететь меньше будет, да, тогда меньше будешь падать. Чем выше ты возносишься, тем дольше тебе потом падать, тем больнее тебе потом будет встречаться с землей. Вот здесь вот как бы, наверное, на каком-то опыте уже прошлых каких-то ситуаций жизненных, но уже понял, что, может быть, где-то голову включать тоже полезно. И немножко, может, подождать. Или немножечко, может, притупить эти эмоции. Плохо у него тоже что-то получается. Ух ты. Уф. Ой, бороться с внутренними демонами. Все-таки нет-нет, да и случаются у человека ошибки. Именно за счет эмоциональности, именно за счет, знаете, такого, ну вот этих двух королей. То есть, во-первых, это роялти. Во-первых, это человек, который так вот немножечко сверху вниз на вас смотрит. Я могу себе позволить. Я не последний человек. Кто вы такие, мне, например, запрещать? Оно, конечно, мы в социуме все. Наверняка нужно общаться с людьми. Некоторые из этих людей приятные, некоторые из этих людей не очень. Но так часто случается, особенно в киноиндустрии, я не знаю, как так совпадает, может, они специально это делают, что именно в киноиндустрии чаще всего самые нужные тебе люди не самые приятные тебе люди. А нужно продолжать делать лицо, все время как-то с ними поддерживать какую-то дипломатию нужно. Все время нужно как-то ходить вокруг да около, вокруг нужно как-то себя немножечко, нельзя себя выпячивать, вот как королем, так, с ноги открыть дверь, и я здесь все решаю. Не ты здесь все решаешь, здесь еще есть люди, которые все решают. Это иногда хочется проявить, вернее как, это часто нужно в себе задерживать, да, воспитывать в себе это, терпение это воспитывать, дипломатию это воспитывать. Импульсивным, ярким, энергичным людям это сложнее всего делать, но нет-нет, да и проскакивает. Иногда бывают скандалы, иногда бывают, вот как сказать, что это непонятная ситуация. Для него это вполне понятная ситуация, у него прорвалось. Может, он даже об этом потом жалеет. Может быть, это какие-то неприятные последствия потом имеет. Может быть, он полностью согласен с тем, как он это сделал в моменте. Там кому-то что-то сказал, на кого-то накричал, у какого-то папарацци из рук камеру вырвал там, или еще что-нибудь. Вот что-то такое прорвалось. Может быть, он полностью потом и уверен в том, что он прав, но последствия у этого неприятные. И эти последствия потом как-то зализывать приходится, да, идет какой-то кризисный менеджмент, есть какие-то серьезные разговоры там с агентом и с продюсером, дескать, не делай так больше, не надо, а то мы тебе что-нибудь. И он вот так стоит, вот даже в свете своей яркости сказать, что да я был прав, да это они были неправы, да вы же послушайте, какая ситуация, замечательная ситуация. Но реноме держать надо, лицо держать надо, ты все-таки звезда, ты публичный человек, так себя вести нельзя. И вот тебя немножечко так вот по голове-то настучали за то, что ты делаешь. Нет-нет, да и проскакивает. Нет-нет, да и прорывается какой-то внутренний такой вот вспышка огненная такая, вот как солнце чихает. Вроде вот солнце, как-то оно там сам себя сдерживает, горит и горит периодически. Но как вот булькнет у нее там чего-нибудь, она бац, там вот выплеснула вот это, всем от этого плохо. У нас тут какие-то тропические эффекты, у нас тут какие-то бабочки вымирают от этого, я не знаю, какие-то спутники взрываются, потому что
в небе слишком жарко становится, еще что-то, оно так, извините, прорвалось, случилось так, не смог себя сдержать. А дальше ты обратно берешь себя в руки и обратно более-менее пытаешься сдерживаться. Хуже всего у него что получается? Вот не получается вообще ничего. Ничего так. Здесь включается очень символично, да, что эти карты у нас легли на короля монет. При всей его яркости, эмоциональности, энергичности, вспыльчивости и экспрессивности, импульсивности, у человека мысли в голове есть. И стабильность, когда даже это не мысли в голове, это какое-то врожденное такое качество, вот именно что не прогуливать все свои данные. И не обязательно про деньги сейчас. Может быть, это какой-то ресурс знакомства, например. Не разбрасываться людьми, не разбрасываться своей же собственной репутацией. Все-таки держать в голове, что некоторое проявление себя, оно возможно. Там как-то можно будет оправдаться, если ты перестарался в этом проявлении. Можно с очень хорошей стороны себя показать, тогда твоя репутация как бы подрастает немножко. Вот совсем прогулять это все, окончательно испортить что-то в моменте просто заради импульсности, просто потому что у тебя перекрыло планку, совершенно сорвало, и ты в тумане не соображаешь, что ты говоришь, что ты делаешь, вот такое у него не получится никогда. Вот это вот его даже не импульсивность, а эмоциональность, чувствительность и проявление внутреннего, как не огня, а бурления какого-то внутреннего, подвижности какой-то внутренней. Там и воздух, и вода, и огонь, там все, там движение какое-то внутреннее. Он никогда этому не позволит. Я все-таки настаиваю на том, что это не совсем осознанно, это не такая высшая планка просто психологической проработки, что ты себя контролируешь просто 24 часа в сутки, где можно проявлять эмоции, а где нельзя. Он, конечно, импульсивный, он, конечно, прорывается нет-нет, где-нибудь не очень удачно, не очень правильно, не очень красиво с точки зрения смотрящего на эту ситуацию. Но вот провалиться окончательно, разбазарить это все, прогулять это все, сказать, да пошли они все лесом, все эти люди мне не нужны, я сейчас других себе друзей найду, и других агентов себе найду, и других продюсеров себе найду, и вообще я справлюсь, я молодец, я король, вот этого он, скорее всего, не позволит себе. Наверняка. Все-таки у него рациональность какая-то, такая немножко приземленность, немножко к бытовой части, она у него присутствует. Все равно, так или иначе, как бы тебе это ни нравилось, работа твоя, профессия, за это тебе платят деньги. Хочешь больше денег, работай лучше. Хочешь, я не знаю, в хороших проектах участвовать, не ссорься с продюсерами, не надо вот тут вот изображать вот это. Я думаю, что это не совет со стороны, на которых он все время учится, а это какое-то врожденное такое качество, которое такой немножко тормоз внутри ручной, который, да, иногда не срабатывает, но в целом он там есть. Плюс, возможно, добавлено какое-то воспитание, то есть он изначально так соображалистый парень, понимает, что нельзя вот так вот прям напропалую выражаться абсолютно искренне, без тормозов. Тормоз этот внутри есть, в нужный момент умеет себя остановить. Возможно, если у нас здесь пятерка пентаклей, которая совсем уже по миру пошла, несчастная, неспособная какая-то, возможно, этот тормоз внутренний срабатывает иногда-то в последний момент, вот перед самым, что называется, прыжком, за секунду до. Умеет схватить, умеет. Наверняка это вот может еще быть, знаете, такая удачливость легкая, что ли, или когда некоторые люди это называют, как будто у тебя ангел-хранитель есть, он за тобой присматривает. Вот в последнюю секунду, в самую, вдруг как-то вот так случайно получается, что раз и спас ситуацию. Но до этой последней секунды ты же сам довел. Это ты изначально не думал, это ты изначально там вспыхивал как-то, это ты изначально, у тебя планку сорвало, и ты не соображая попер вперед, говоря все, что ты думаешь, делая все, что тебе хочется, ломая, круша все на своем пути, порча или портя отношения с другими людьми, да. В какой-то последний момент вдруг срабатывает этот внутренний тормоз, не дающий разрушить это окончательно и испортить. Что, в общем, играется с его импульсивностью, да, ему просто прорабатываться надо. Ему нужно, наверное, с психологом работать, чтобы такие вспышки реже были, или чтобы он понял, где он не прав. Потому что пока кажется, что он внутри себя воспринимает себя достаточно терпеливым человеком. В те моменты, когда его прорывает, он-то думает, что он прав.
Просто вы меня довели до ручки. Это действительно была та ситуация, в которой я должен был вспылить, должен был встать и выйти, должен был вам сказать что-то, должен был что-то сделать, там как-то оттолкнуть, отпихнуть вас, вот что-то такое, дверью хлопнуть, кулаком по столу дать. Я должен был, я был прав в этой ситуации. Просто я очень долго терпел. Я, может, и в других ситуациях тоже так должен себя вести, но я не веду. Я стараюсь держать себя, да, я стараюсь как-то играть по вашим правилам. Периодически накапливается, меня прорывает, но я не виноват. Во-первых, это моя эмоциональность, во-вторых, я в данной конкретной ситуации полностью был прав. Потом как будто не совсем понимает, как избежать этих ситуаций, потому что не понимает, на каком поле они зарождаются. От этого частые вступания в какие-то конфликты или какое-то частое проявление вот этой импульсивности и яркости в не самом красивом для него свете. Давайте посмотрим, может, он боится чего-то. Чего вот он такой эмоциональный и внезапный? Давайте посмотрим, может быть, боится чего-то в жизни. Какой у него страх? Вот июль 26-го года. Какой у него страх? Чего он боится? Чего так сильно боится? И хотел это про работу сказать, а нет. Может быть, даже про личную жизнь. Что закончится? Очень будет интересно посмотреть блог про личную жизнь. Такое ощущение, что она там есть. Или, ну как сказать, она может быть односторонняя. Он может быть просто влюблен. И какое-то как-то безответное чувство у него есть. Но есть опасения на тему того, что это закончится. Или хотя бы, что это не перейдет на следующий уровень. Вот ему приходится, видите, защищаться, ему приходится отстаивать свое место, чтобы не сделать шаг назад. Тут уже даже вот в таком положении нету даже речи о том, чтобы сделать шаг вперед, чтобы продвигаться куда-то. Ты не можешь продвигаться, когда против тебя стоит толпа людей, которые тебе запрещают это движение вперед. Тут главное остаться на своем месте, хотя бы даже тебя не снесли с этого места, чтобы хотя бы ты здесь остался. Уже то, чего ты добился хотя бы. Изначально показалось, что может быть это по профессии, но оба кубка мне здесь намекают, что это какое-то эмоциональное состояние. Опять же, ну вот по Солнцу это может быть внимание окружающих людей, какая-то забота, какое-то немигающее присутствие. И снова, не говорят мне прямо карты, что это может касаться, там, например, нежелания потерять все наработанное в профессии, например. Да? Вот он так сейчас рванул с этим сериалом, все про него узнали, у него, наверное, гонорары подскочили, его все везде зовут, там и еще что-то. Очень не хочется этого терять, потому что второй такой возможности у тебя может не быть, да, прямо сразу за Зиммер, так это называлось, да, прямо сразу за этим сериалом не начались съемки ровно такого же яркого и пробивного чего-то. Удерживаться на своих собственных позициях тяжело, но не говорят мне карты здесь ни про профессию, ни про даже социальную какую-то. Ну, то есть про социальность они говорят в том смысле, что приходится свое место защищать. Приходится противостоять тем обстоятельствам, которые пытаются тебя сдвинуть с этого места в не лучшую сторону, да, в худшую, шаг назад тебя заставить сделать. Очень есть большие опасения, что не получится на этом месте остаться, или что продвинуться не получится, что улучшения не будет. И король кубков, и рыцарь кубков намекают нам на то, что это может касаться личной жизни. Может быть, это, будем дальше смотреть, может быть, это какое-то безответное одностороннее чувство. Может быть, поэтому шагов вперед не получается, что он как-то очень сильно в кого-то влюбился, а она, видите, ему в ответ не дает никаких шансов вообще, не получается у него через эту стену пробиться. Может быть, это его, как сказать, расстраивает, и это же страхи, да, пугает, что он не пробьется. Ему очень хочется, но он уже, там, не знаю, все способы испробовал, ни один из них не работает, и уже как-то немножко опасения такие, неужели у меня не получится. Секрет может быть какой-то, может быть, это как раз этой самой личной жизни не касается, какой у него секрет, может быть, по профессии. Что скрывает он от нас, чего мы не знаем. Ну, мы-то, в смысле, в моем лице вообще много чего не знаем. Но комментаторы у меня весьма всеведущие. Давайте расскажите мне в комментариях, чего вы еще не знаете. Мерта Рамазана. Какой у него секрет? Божечки, жениться собрался? Так может это здесь? Может здесь с эмоциональной точки зрения нельзя пробиться к девушке? Здесь, видите, такие, я даже и четверку-то жезлов здесь воспринимаю как более такое приземленное, бытовое, обычное, базовое какое-то, жизненное.
обстоятельства, да, жизненная ситуация. Есть какая-то девушка, скорее всего, есть какая-то девушка в личной жизни, с которой, казалось бы, все в порядке, нормально, спокойно, может быть, даже с перспективами, может быть, с ожиданиями какими-то, может быть, это ситуация, когда вы давно вместе, у вас все хорошо, уже даже окружающие думают, ну давай, делай ей предложение, вам уже пора жениться. Ну, казалось бы, все логично к этому ведет. Так должно быть. У нас действительно все в порядке, мы не ругаемся, мы не ссоримся, мы уже давно живем вместе, все замечательно. И эмоций нету. Вот как будто, опять же, здесь вот эти вот опасения по миру, как открываются новые двери, так и закрываются старые. Как бы не было опасения, что большая вспышка эмоциональная закончилась, например, и осталась бытовуха. Неплохая бытовуха, хорошая бытовуха, девушка красивая. Выходить с ней на люди приятно. Ну или не выходить, я не знаю, насколько он делает публичной свою личную жизнь или нет, что-нибудь известно про его отношения какие-то внутренние. Все, казалось бы, хорошо, вкусно готовит, дома прибрано, там, я не знаю, нормально все, замечательно. Собаку завели, она отлично с этой собакой взаимодействует. Сидим по вечерам, книжки читаем, кино смотрим, все прекрасно. Эмоции кончились. Как будто вот вспышка эмоциональная, как будто вот это вот розовые очки, да, вот этот туман, вот это вот всплеск адреналина там и чего еще впрыскивается, серотонина в кровь, когда ты влюбляешься. Вот когда вот эта вот химия, когда меняется организм практически. Вот это могло закончиться, осталось обычное бытовое спокойное, как будто бы он немножко переживает, может, на эту тему, может, он опасается, что этого недостаточно, может быть, он, насмотревшись всех своих же собственных сериалов, решил, что и искра в отношениях тоже должна быть, они не должны, так сказать, из яркого желания, из яркой эмоции плавно перетекать, допустим, в дружбу и уважение, и на этом уровне оставаться, чтобы любовь была такая более спокойная, более приземленная, более земная, что ли, чем витание в облаках и вот эти вот все розовые очки. Может быть, опять же, молод, может, он все еще рассчитывает на то, что у него до пенсии будет вот эта вот искра и яркость, и, возможно, эти же самые сериалы и воспитывают в нем примерно такое представление. Но здесь как будто бы есть какая-то весьма стабильная личная жизнь, которая прям-таки с перспективой и на будущее, там даже, может, планы на детей какие-то. Ну, давайте смотреть. Давайте смотреть. Личная жизнь Мерта Рамазан. Это же очень интересно. Сейчас попросим карты сами себя подтвердить, правильно ли я поняла, что они нам говорили, что у нас по поводу состояния этой самой личной жизни сейчас. Вот он как себя в личной жизни чувствует, что у него на личном фронте, как говорится, какое у него сейчас личное состояние, эмоциональное, может быть. Блин. И эти карты мне тоже говорят о том, что он боится остаться один. Причем маг – это у нас человек, который сам принимает решения, сам все делает. И этот вот тоже такая решительная какая-то активная мысль. Опять же, это один, и этот тоже один. А здесь опасения, переживания и волнения на эту тему. И этот тоже очень индивидуальный, очень такой, может быть, эгоистичный. Казалось бы, маг может со своей жизнью сделать все, что угодно, в зависимости от того, что ты хочешь. Но по тузу мечей это решение еще нужно принять. Нужно вот ты те к правым или те к левым. А мне что делать? Мне к красивым или к умным? Вот как разделиться? Ему это решение сначала нужно принять. А он боится принять это решение. Зачем я сочетаю в своей голове это с предыдущими картами? Потому что там мне показалось, что речь идет про личную жизнь. Что личная жизнь есть, человек какой-то рядом есть, отношения какие-то есть, возможно, они даже достаточно продолжительные, возможно, именно за счет этой продолжительности они уже потеряли накал и потеряли искру. И, возможно, это пугает, переживает, волнует, нервирует, напряжение тебе в жизни добавляет. Не так он себе представлял личную жизнь. Как бы хорошо она не выглядела снаружи, но вот мы не ругаемся, мы не ссоримся, даже повода нету там, голос на нее повысить. Но что-то не то, что не то, искры нету, чувства какого-то нету. А значит, мне оставаться здесь, это как бы пик тех возможностей, которые у меня есть. Или все-таки мне рушить эти отношения, какие бы хорошие они ни были, потому что они не соответствуют моему внутреннему идеалу. Вот это вот решение, вот это вот волнение, вот это переживание, это логические какие-то размышления у него не дают проявиться его внутреннему магу
который уже решительный и уже делает действия какие-то. Сначала идет принятие решения, а потом идут какие-то действия по осуществлению этого решения. Значит, нужно будет что-то делать. Он как все равно на грани уже. Как будто бы вот прям ждет, я не знаю, может, знака свыше, может, он сам нерешительный достаточно для того, чтобы прям прийти и сказать четко: дорогая, короче, я решил. Мы либо расходимся, либо женимся. Вот тут как-то что-то надо делать уже. Нельзя это тянуть долго. А он внутри себя определиться с этим не может. Давайте смотреть, что у нас там за напряжение такое в личной жизни. Вот это вот самая радужность и розовость этих отношений, эмоциональность, чувствительность. Она действительно ему так нужна? Или он более прагматичный человек, более импульсный и, ну там, не знаю, нет у тебя вспышки какой-то эмоциональной, сходи вечером в бар с друзьями, там тебя вспыхнет как хочешь, а потом пришел домой и опять спокойно продолжай свою жизнь, которая гораздо лучше на многих других уровнях, а вот эмоциональности, допустим, не добавляет тебе никакой. Вот это эмоциональность, вот это чувственность, это чувствительность, это вот прямо вот от сердца идущее. Оно ему в жизни вообще надо, он этого ищет, он этого хочет. У него поэтому какие-то сложности в личных отношениях, что именно чувствительности в них не хватает. Ему надо это. Да, очень надо. Он прям, да. Ну, прям это надо, и прям это должно... Он, видите, как по силе главное движение и главную роль в том, что происходит в ситуации, играет женщина. Или какие-то женские проявления, женские какие-то качества, вот типа смирения, дипломатии, терпения, нежности, ласки. Это нужно в отношениях. И это нужно проявить, как мне здесь видится. Женщина бы должна была это проявить. Ему просто, может, он опять же нерешительный в этих отношениях, вот сам не может принять решение, прийти кулаком по столу дать и сказать: мы с тобой расходимся. Вроде как повод какой-то нужен. Вроде как пока женщина все правильно делает, все правильно и идет. А то, что у тебя эмоций внутри нет, их просто очень хочется, очень раскрыться, очень хочется быть честным, очень хочется быть открытым. Это обязательно должно прорваться. Я даже думаю, что может прорвется когда-нибудь. Все-таки это невозможно долго скрывать. Это напряжение внутреннее, когда ты ждешь чего-то, чего у тебя нет, не рассказывая человеку, что ты от него этого ждешь, не требуя этого, да, не прося, например, да, не разговаривая на тему того, что нам в отношениях не хватает вот этого. Сделай, пожалуйста, над собой усилия, добавь этого. Мне этого не хватает. Это как вот люди разговаривают. Он этого не говорит, но он этого ожидает и очень хочет. И от этого внутри напряжение, потому что он этого не получает. И он тогда как бы: а я так долго буду не получать, потому что совсем не получать это я не согласен на такие отношения. Но когда же это было? А может быть, это можно вернуть? А пусть она что-нибудь для этого сделает, но я ей об этом не скажу, пусть она догадается. Вот такое какое-то. Что бы это могло быть? Что самое яркое, самое нужное в женщине, за что он цепляется, что ему очень сильно важно в этих отношениях, что для него будет решающим, например, каким-то моментом, что все остальное не важно, а вот это вот быть должно обязательно. Ну, любовь, чувство. Вот где нету чувств, там и... Когда есть чувства, тогда не важно, какие отношения, как мне кажется. Это большое количество эмоций, но никто не говорил, что это позитивные эмоции, что это только постоянно витание в каких-то розовых облаках. Нет, отрицательные эмоции тоже могут быть. Но эти эмоции должны быть. Должно быть бурление, должно быть вот это вот перетекание из одного в другое. Должна быть движуха, болото не должно быть. А вот то, что у него вот здесь вот лежало на секрет, это очень... базовые, очень такие стабильные, очень даже не меркантильные, а какие материальные такие больше ощущения, когда тебе тепло, красиво, вкусно пахнет, вкусно покушать, выглядит на глаз красиво, звучит приятно. Эмоций-то в этом нету никакой. У него вот не загорается нигде, не выплескивается у него наружу ни хорошее, ни плохое, а ему вот этот вот фонтан или что там, водопад этот ему надо обязательно, он этого ищет, он ответные реакции ищет. Нужно, чтобы эта эмоция бурлила постоянно. В паре непосредственно. У него этого предостаточно, нужно, чтобы женщина ему это отдавала. Вот она бы должна быть мега эмоциональной, чтобы они совпали. Чего red flag, чего ему не нужно в отношениях, от чего он отказывается, на что он очень сильно обращает внимание, как на
повод не общаться и прекратить общение мгновенно, что ему не нужно в отношениях. Ишь ты. По первости, мне показалось, что там не должно быть кого-то еще. Не должно быть смотрения налево какого-то, не должно быть легкости в этих отношениях, не должно быть несерьезности этих отношений. Не должно быть, чтобы эти отношения были одолжением, например, каким-то. Неравность эмоциональная, когда человек очень сильно любит и второму позволяет этим пользоваться, например. И тогда тот второй, который чувствует себя выше, сильнее и главнее, он дает тебе ровно столько эмоций, ровно столько внимания, сколько он сам решил. Сегодня мы вместе. Ой, божечки, ты очень счастлив, ты очень рад, ты всячески готовишься к этому вечеру, там, наряжаешься, напудриваешься, там, накрашиваешься, очень здорово. В другой раз ты так вот, а давай сегодня вечер вместе проведем. Нет, я сегодня не могу, я сегодня с друзьями, я сегодня туда-сюда, и ты так вот. Вот он решает, сколько тебе дать и сколько тебе не дать. Как будто бы добавление каких-то посторонних легких эмоций там не должно быть в этих отношениях. Как будто бы вот эта вот карта, мне кажется, посильнее двойки. Она как импульс, как изначальная просто суть эмоциональная такая, она яркая очень. Эти чувства, они должны быть, и хорошо, если они будут сконцентрированы в одном кубке. Они вот все там внутри должны быть. Нету никаких друзей, не ходи с друзьями никуда. Не надо никаких подружек, не надо никаких семей, не надо никаких там... Ничего не надо. Я есть, мы с тобой вдвоем есть. Вот эти отношения, они как бы... Чтобы эта эмоция была замкнута на двух людях, чтобы не было распыления эмоционального, чтобы, может быть, у партнера не было каких-то других интересов, например. И не говорю, что это обязательно измена там и посторонний какой-то человек, но просто другой интерес, просто место, в которое ты тратишь свои эмоции вместо того, чтобы потратить их на меня любимого. Такой чуть-чуть эгоизм и чуть-чуть собственничество какое-то, да. В тех отношениях, в которых он сейчас, он получает тот эмоциональный накал, который ему так нужен. Что его тревожит в теперешних отношениях? Почему они не срабатывают? Вот ему очень много надо эмоций. Их там нету, что ли? Или они неправильные? Чего не хватает в теперешних отношениях? Вот он очень стремится за эмоциональностью. Достаточно ли ее там? Чего не хватает? Да вот казалось бы, что хватает. Тоже тогда что тебе надо? Через край надо. Я не скажу, что женщина абсолютно холодная. Абсолютно холодная женщина с ним бы не задержалась, наверное. Все-таки это продолжается достаточно долго именно потому, что у него нет повода от этого отказаться. Видимо, там эмоции все-таки присутствуют. У него нет возможности прийти и сказать: ты холодная, ты эмоции мне не предоставляешь, мне с тобой одиноко, грустно, и вообще вся твоя эмоция уходит куда-то на друзей, на работу, на твои какие-то хобби, и мне ничего не хватает, меня такие отношения не устраивают, давай разойдемся. Он не может этого сказать, потому что это было бы неправдой. У него есть по девятке кубков то, что у него есть. Он, может быть, и хотел бы больше, но, с другой стороны, может быть, это какие-то заоблачные желания. Он действительно здесь выглядит несколько, инфантильно. Ему прям по максимуму надо. Он прямо требует чего-то, что к реальной жизни мало имеет отношения. Может, книжек начитался, может, сериалов насмотрелся. Может быть, вот эта вот всепоглощающая любовь, она как будто он ее ждет и как будто он ее ищет, а в жизни-то оно по-другому бывает. В жизни-то у людей и хобби есть, и интересы есть, и свои собственные друзья есть, с которыми у тебя, может, контакт не очень хороший. Не обязательно дружить, прям сильно дружить со всеми. У нее могут быть свои какие-то друзья, которых ты, может быть, не очень любишь, ценишь и хочешь в своей жизни, ради бога. Ему какого-то максимума хочется, ему хочется прям, чтобы... А этого нету. И не скажешь, что вообще эмоций никаких нет. Женщина, судя по всему, старается и предоставляет ему на базовом уровне все, что ему может быть нужно. Любой другой человек в этих отношениях был бы максимально счастлив, потому что там действительно есть все. Там как будто и индивидуальные люди, как будто бы каждый со своим интересом, как будто бы они друг друга слушают, если Мерт что-то произносит. Он не часто произносит, он какой-то такой немножко, вот правда, инфантильный, такая какая-то детскость у меня здесь сквозит, как будто догадайся сама, что мне надо. Может, он там брови хмурит просто. А что ты в плохом настроении? Вот я в плохом настроении. Вот догадайся, почему я в плохом настроении. Она не догадывается, у нее все в порядке, у нее дома чисто, ужин готов, дети
обутая, одетая, собака накормлена, она сама красиво выглядит, все замечательно, деньги на счету есть, что тебе еще надо. А он не говорит, что ему еще надо. Он вот весь такой надулся и молчит. Да у всех было бы все замечательно, а у него, видите, не замечательно, потому что он, ну, может быть, даже сам еще не совсем понимает пределов того, чего он хочет. Может быть, действительно какая-то фантазийная вспышка эмоциональная, придуманная им самим. Вот стремление какое-то к тому, чтобы было прям вот крышесносно. Он очень этого хочет, но ни разу этого не пробовал, поэтому хочет попробовать. Пусть бы хотя бы раз это в жизни у меня случилось. Но пока не случилось, пока ему этого недостаточно, пока не хватает. Хотя жизнь в целом достаточно спокойная и уравновешенная. Ну, как интересно. А знаете что? Мне ChatGPT сказал, что он, собственно, после истории с Афрой свою личную жизнь скрывать и начал. Вот я почему у вас пыталась уточнить, есть ли у него эта самая личная жизнь или нет, потому что ChatGPT говорит, что никаких прямо громких романов не было за ним замечено. И то, чтобы даже каких-то маленьких романов, чтобы он просто там то с одной, то с другой куда-то выходил, тоже не было замечено. И он как-то подскрылся после этой истории и вообще перестал говорить на тему своей личной жизни. Во-первых, напишите мне в комментариях, правда это или нет, потому что на основании этой информации я буду сейчас следующие карты выкладывать, а следующие карты у меня будут про то, почему он такой скрытный, почему после своего громкого романа он исчез из новостей о личной жизни. Вот он эту личную жизнь почему скрывает? Вот у него секретная личная жизнь, вот его отношение к этой личной жизни, к секретности этой личной жизни. Считает ли он ее полностью открытой и прозрачной, пожалуйста, я вам все рассказал, или он считает, что ее нужно держать в секрете, или он что, прям защищается, что у него, какое у него отношение к общественному мнению, к его личной жизни. Ровно столько, сколько... Вот что сама себя перебила. Ровно столько, сколько надо, или сколько спрашиваете, или сколько он решил в этот момент сказать. Это не самый откровенный человек, который любую подноготную про свою личную жизнь вам будет рассказывать. У него нет необходимости и стремления на каждом углу кричать о своей личной жизни. Опять же, в силу чего это происходит? В силу того, что предыдущая личная жизнь была обсосана до косточки, и это была неприятная история. Возможно, она продолжает возвращаться в его жизнь. Периодически у него задают ему какие-то неприятные вопросы, может, ему неинтересно, может, ему больно об этом вспоминать. Это была не самая интересная страница в его жизни, ну, как сказать, не самая приятная страница в его жизни, я про расход имею в виду. Сами отношения, может, были прекрасны, но то, что они сломались, то, что они разбили ему сердце, то, что это была неприятная ситуация, как будто бы немножко сдерживает. Теперь об этом говорить много не надо. Опять же, человек хорошо учится, да, на предыдущем опыте. Там мы говорили просто все. Там каждый чих был на виду у огромного количества публики. И это мне аукнулось и больно ударило мне по голове, да, вернулось ко мне бумерангом. Я больше так делать не буду. Я вам буду говорить о своей личной жизни ровно столько, сколько я посчитаю нужным. Желательно вот ходить вокруг да около, витиевато, туманно, никаких точностей, подробностей. Может быть, они не стеснялись говорить, там, где они живут, и потом вдоль забора выстроились там 100-500 папарацци и начали фотографировать их каждый шаг. Может быть, он там, что там, Инстаграм или еще что-нибудь, они постоянно, а вот мы поедем сейчас в отпуск в Испанию. И все ломанулись в Испанию искать, где там их сфотографировать во всех неудобных позах, каких они там только бывают, где они там жуют, где они там в полотенце, где она не накрашенная, где он не причесанный. Ему это все очень сильно не нравилось и продолжает не нравиться. Поэтому теперешнюю личную жизнь он пытается, ну не то чтобы прям совсем врать на эту тему, что, дескать, нет у меня личной жизни, отстаньте от меня. Хотя, может, и так он делает, потому что семерка мечей – это вообще врушка и воришка такой. Но чаще это человек, который вот так вот как бы в темноте, без присмотра, без приглядки, вот такой вот в масочке, в темном костюмчике такой раз и как ниндзя пролез куда-то, что-то там такое поделал и хитрованно сбежал. То есть это какие-то такие, это даже не интрига какая-то, не потому что он полунамеками намекает на свою личную жизнь, поддерживая к этому интерес. Но наоборот, большинство скрывает из этой личной жизни, максимально стараясь не врать, например. Ну, то есть совсем сказать, у меня нету никакой личной жизни, я абсолютно один, он сказать не может, потому что это будет не очень честно. Но у него есть какая-то личная жизнь, про которую он говорить не хочет, поэтому он так вот
Ну, как там можно из этого выкрутиться? Мое сердце всегда открыто к новым каким-то эмоциям. Всяко разно со мной в жизни случается. День на день не приходится, раз на раз, понимаете. Тоже я же вам не буду рассказывать про каждый свой день, а у меня вот раз на раз. Вот какое-то такое витиеватое хождение, он все-таки он эту личную жизнь, да, старается скрыть. Это именно папарацци касается, именно внешнего внимания такого преувеличенного, именно какой-то, ну, может, грани звездности его касается, или это просто черта характера, что он действительно скрытный человек, который выбирает, чем поделиться своим собственным родным. Может, он и перед родными, и с друзьями своими самыми близкими тоже не самый открытый, не самый откровенный человек. Вот эта скрытность, эта секретность, она откуда идет? Из характера, из закрытости его природной, или это просто от прессы, от внимания, попытка скрыться? Ну, я думаю, что он достаточно искренний человек внутри. Я думаю, что его искренность распространяется на малый круг просто. Возможно, да, если отвечать на тот вопрос, который я картам поставила, то, скорее всего, это скрывается именно от прессы, от большой аудитории, от большого внимания, когда совсем посторонние люди лезут в твою личную жизнь. Потому что там какие-то члены семьи и самые близкие друзья, все-таки с ними полегче, попроще, и он пооткрытие с ними. Изначально, скорее всего, человек, ну вот он, сколько у нас уже и пажей, и каких-то сопутствующих этому карт, мне кажется, что он немножко такой, все-таки из детства еще не выросший. Он какой-то, возможно, он был залюбленный в детстве, возможно, его вот как бы долго поддерживали в этом детском состоянии, восхищались им, любили его, там, оберегали его всячески. Вот он в таком состоянии остался, там где-то есть и наивность, и открытость, и искренность, и такая безграничная эмоциональность, внезапность, импульсивность. Но при этом взрослые какие-то черты периодически, да, включаются, да, действительно нужно обращать внимание на социум, да, действительно ты, чувак, тебе уже там 30 лет, тебе нужно как-то правильно себя вести, где-то держать лицо, где-то правильные слова произносить, там, хотя бы даже пополнить свой словарный запас, чтобы не просто там междометиями как-то выражаться. Но это все через работу, через труд и через старание какое-то внутреннее у него происходит. Больше он как бы мог бы быть открытым, он был бы более молодым, что ли, или более детским таким. Давайте посмотрим, ну раз такая интрига у него в личной жизни, мы будем смотреть на отношения с Афрой, повлияло ли это все на его уверенность, на его вот эти будущие отношения, на требования к женщинам. Сейчас пока давайте посмотрим профессию, очень интересна его реализация, может быть, после этого самого Зимородка в целом. Что у нас по талантам? Насколько он вообще прирожденный актер? Надо ли ему действительно в кино сниматься? В этом конкретном сериале у него очень хорошо получилось, большое количество народа его заметило в этой роли. Он как вообще с талантом у него? Какая связь внутренняя? Ну, там есть. Знаете, не то чтобы сильно выдающиеся, да, такие, как там, я не знаю, Энтони Хопкинс рождаются раз в 100 лет, или Мэрил Стрип, например. Там талант такой не скроешь и не спрячешь, и он изначально там есть. Здесь человек, опять же, харизматичный, яркий, энергичный. Как сказать, что он среднестатистический, не обидев его? Он тот человек, который может проявить этот талант. У него есть какие-то данные внутри, не то чтобы прям какая-то искра Божья, но у него есть вполне определенного качества какие-то черты и какие-то таланты, которые у него хорошо получается проявлять. Он хорошо учится, а значит, в следующий раз у него получится то же самое проявить лучше, чем было раньше. Он с удовольствием этим занимается, а это очень большой процент от удачи самого проекта. Нужно, чтобы ты вовлечен был туда. Ему нравится этим заниматься, он хочет этим заниматься. Он предполагает свою жизнь в кинематографе. Он хочет быть актером. Он туда стремится. Он очень пробует это делать. Он движется в эту сторону. Да? Он колесница у нас с возможностями и с задатками решительно двигается вперед. Да, я действительно хочу этим заниматься. Мне нравится. У меня есть цели, у меня есть планы, я получаю от этого удовольствие, почему нет? Не то, чтобы какое-то что-то заоблачное, но человек вполне себе может реализоваться в
кинематографе не самым последним человеком. Он не будет в какой-то момент там играть, я не знаю кого, официантов, да, без словесных. Хорошее у него место теоретически в кинематографе может быть. Вот этот вот его Зимородок. Это пик вообще его карьеры? Или он еще проявится? У него получится реализоваться в профессии максимально? Застолбиться? Не, вот этот как раз вполне себе может быть, или может он опасается этого, но он очень даже может быть, да, долго за ним еще будет тянуться история одной роли. Он может быть очень замкнут в этом. Возможно, опять же, мы на Афру смотрели, у нее предполагается работа какая-то, она будет сниматься, ее, конечно, будут помнить по этому сериалу в том числе, но у нее будут и другие работы тоже. Здесь как будто человек на этом замкнут. Если продолжение карьеры будет, то будет играть то же самое, например. Пытаться восстановить, ну как это, как не интуитивно, а подспудно, что ли, у него случайно будет получаться играть того же самого человека, потому что внутри где-то интуитивно хочется повторить тот самый успех. Или он будет как-то работать все время вокруг вот этой истории Зимородка. Может быть, это будут какие-то мерчи, там, приквелы, сиквелы, какую-то книгу он, может быть, об этом напишет, может быть, еще что-то. Вот все вокруг этой истории будет крутиться, и все время будет у него это достаточно долго будет связано именно с этим сериалом, как бы ни оказалось, что это единственное место, в котором он может проявиться. Я говорю, даже если он в каких-то других сериалах, других героев будет играть, все равно будут проскакивать какие-то элементы, потому что подспудно ему будет, как сказать, или казаться, или хотеться, что там-то у меня здорово получилось, это очень сильно понравилось аудитории, давайте я сделаю это еще раз, оно опять людям понравится. Я не знаю, насколько это сработает, насколько это такая стратегия. Может быть, на него в кино будут ходить именно как, вот, как звали этого главного героя, когда его все время хотят видеть. Тогда это очень рабочая концепция, да, если ты все время будешь показывать одного и того же любимого героя, то на него же и будут ходить постоянно. Отношение Мерта к профессии, непосредственно к работе, к камере, к сценариям, к режиссерам, вот к этому ко всему. И к сопутствующей стороне, к вниманию, к папарацци, к хейту, к комментариям, к постоянной слежке за ним, отношение к профессии и отношение к сопутствующему. И в обоих случаях приходится себя сдерживать. В профессии как будто бы еще не все сказал. Как будто бы хочется проявиться. Вот я тогда не знаю, насколько вот здесь вот с этим связано. Может быть, некоторое время у него займет, может быть, есть представление, впечатление о том, что у меня еще вся жизнь впереди, я еще молод, мне нужно скосить побольше с этой историей, пока можно в ней застрять немножко, можно ее поэксплуатировать чуть-чуть. Потом так-то, чисто внутренним ощущением, хотелось бы позаниматься и чем-то еще другим. Может быть, не сейчас, может быть, потом. Может быть, он еще пока не определился, чем бы ему хотелось позаниматься. Может быть, он еще поснимается, примерно одно и то же изображая на камеру, а потом возьмет, да и займется написанием сценариев, потому что у него какая-то непроработанная вот история про великую грандиозную любовь, ее, может, как-то нужно будет захочется выплеснуть на бумагу, да, или снять тоже с позиции режиссера там, или какого-нибудь продюсера, например, вот с обратной стороны камеры он станет. Ему интересно заниматься разным, он пока не определился, чем конкретно ему хочется заниматься. Что же касается окружающей всей ситуации, то, с одной стороны, оно, конечно, приятно, когда тебя носят на руках, восхваляют, любят, всячески встречают на улице, узнают по, я не знаю, вот сфотографируйте ухо, да, вот как пазлы такие из селебрити делают, вот показывают тебе ухо, угадай, чье. Угадывают чаще всего по уху конкретную личность, потому что прям вот очень сильно много внимания, прям куча народу знает его ухо прям досконально, так что не перепутаешь ни с чем другим. С одной стороны, приятно, интересно, здорово, пусть будет. С другой стороны, многое из того, что он чувствует, показывать на публику нельзя. Опять же, в свете того, что он импульсивный, что он жезловый очень сильно, что он горячий, что он такой темпераментный мужчина, скорее всего, по тому же самому королю Пентаклевому, который у нас лежал изначально, он хорошо учится по жизни, хорошо ему вдалбливают разные ситуации или, может быть, разные люди, разные обстоятельства случаются в жизни,
когда ты насильно, целенаправленно, специально, очень старательно учишь преодолевать вот эту свою эмоциональность, чтобы не наломать где-то дров. От этого теряется немножко искренность, но это же и играет тебе, так сказать, на руку, потому что там и до отмены недалеко. Каким бы максимально искренним ты не был, что-нибудь ляпнешь, и все, ты перестал нравиться людям. Это он тоже уже знает, это он уже, может, на себе прочувствовал, или ему какие-то очень графичные примеры приводили, тому, что не нужно прям совсем уж выплескиваться. И вот это вот, что он там про внимание думает, что он думает про хорошие комментарии, что он думает про плохие комментарии, что он думает про хейт, что он думает про всех тех людей, которые не оставляют его в покое, даже когда он в кафе там за чашкой кофе идет или за булочкой в шортах и шлепках. Или когда он на пляже расслабился и не держит пресс, например, да, и неудачно повернулся, и у него там 3 складки на пузе, например. Что вот он про этих людей думает? Ну, казалось бы, это неправильно выражать прямо вот напрямую. Нельзя об этом сказать. Но это нужно сдерживать внутри. А тогда, значит, ты проявляешь дипломатию, тогда, значит, ты там как-то не все высказываешь, где-то улыбаешься, где-то на шутку сводишь, где-то, может, прорывается, что и недоволен, где-то на кого-то там накричал, нагрубил, потом, может, извинился, потому что, да, я понимаю, кричать, грубить нехорошо, неправильно, но все равно внутренняя сдержанность, внутренние какие-то ограничения, они в нем ярко присутствуют, это даже не воспитанное какое-то качество, потому что он много раз попадал в такие ситуации, а оно вот у него врожденное такое, он понимает, где вот грань совершенно, когда следующим шагом уже в пропасть летишь. Он, конечно, часто очень доводит себя до этой грани, но никогда не переступит, потому что есть сдерживающие какие-то факторы внутри. Что у нас тогда по продолжению этой карьеры? Год 3-5 чем заниматься планирует все это время? Какие у него, может, планы? Может, он действительно хочет стать, не знаю, режиссером, продюсером или там светотехником, или чем он там хочет заниматься, чем они стараются заниматься после того, как уже непосредственно экранная карьера заканчивается. Или, может, он не хочет экранную карьеру заканчивать, может, пусть меня все время снимают, пока у меня это хорошо получается. Год 3-5 по карьере. Сниматься будет. Сейчас пока не очень. Возможно, потому что ожидания большие. Я продолжаю вот где-то в сторону вот этих карт думать о том, что держит его история с сериалом. Может быть, не очень много времени прошло. Я не знаю, когда его сняли. Вот давно он уже вышел или он прям совсем недавно, потому что такое ощущение, что еще там годик-два оно будет его удерживать. Не то, чтобы это хорошо или плохо. И отношение у него к этому, и воспользоваться этим тоже можно. И неприятно, что ты застрял в этой ситуации. А может, не хотелось бы застрять в этой ситуации. А может быть, хотелось бы показать, что я разнообразный актер. Я могу все вам показать, а вы от меня хотите только этого. Хорошо, давайте я вам буду давать только это до тех пор, пока это мне там не теряется моя известность, может быть, деньги какие-то платятся, может, в рекламе какой-то он участвует, еще что-то. Разочарование от того, что не получается сняться в чем-то похожем в ближайшее время. Ничего похожего не предлагается. Похожих сценариев нету, или, может быть, у него нету времени над этим работать. 3-5 может случаться работа. Наверное, получится какой-то. Он не просядет по деньгам, он не просядет по внимательности людям к ним, по знаменитости, по отношению к нему он не просядет. Мы его не потеряем с радаров. Он будет известен, он будет сниматься. Не просто так он будет известен тем, что он по улице ходит. Он будет сниматься, это ему будет приносить деньги, он может будет действительно в какой-то там рекламе участвовать или в какое-то продвижении, там, правда, книгу какую-то напишет, и еще что-то. В профессии осуществляться будет, приносить доход и пользу она тоже будет. Но вот это состояние и состояние семерки жезлов тоже примерное, когда тебе приходится защищать свою территорию, свои позиции, когда обстоятельства вынуждают сделать шаг назад, а ты не хочешь, ты не готов. Может быть, меньше интереса будет снимать, может быть, вот то, что он здесь снимет, это, несомненно, принесет ему деньги, это действительно будет профессиональная какая-то работа. Здесь же могут люди сказать, ах, он снялся, и опять то же самое, никаких новых качеств. Кому-то это может очень сильно понравиться, кто-то специально за этим в кино пойдет, потому что они ищут и ждут
от него, того, что он раньше делал. А кто-то не увидит в нем ничего нового, может быть, как-то разочаруется, скажет, что да ну его снимать постоянно, он все время играет одну и ту же роль. Вот здесь придется себя отстаивать, придется доказывать, что ты в киноиндустрии не последний человек, что ты можешь там что-то показать. Вот здесь вот как раз нужно будет заниматься чем-то другим. Может быть, я могу сниматься не только в этой роли, но и в какой-то другой роли. А может быть, я могу сниматься в другом амплуа. А может быть, я могу сам себе роль написать. Я сам напишу сценарий и сам в этом фильме снимусь. Тогда вот не сможете вы мне сказать, что я играю все время одну и ту же роль, потому что я больше гораздо, чем то, что вы обо мне думали раньше. Это как бы не взлеты и падения, это даже не качковатая какая-то дорога, а это вот сопротивление, да, легкости какой-то вот такого, чтобы взлетел и остался там на Олимпе навсегда, такого не будет. Ему придется работать и придется себя доказывать. А у людей не стихающий интерес. Это поэтому тебе приходится доказывать, потому что они все время от тебя что-то требуют, они все время от тебя что-то хотят. Они не махнули на тебя рукой и не сказали, ну ладно, он снялся в одном сериале, ура, замечательно, смазливая личка, там через 5 лет уже будет не такое смазливое личико, нам это не интересно. Они все время его стимулируют и как-то требуют от него что-то, что ему приходится предоставлять этим людям. Ну, иногда, да, через силу, иногда это просто так вот, потому что ты вышел на балкон и молодец такой, не всегда именно это срабатывает. Удачи ему, что ли? Давайте совет, может, одной картой дадим, как ему в этой профессии реализоваться, чтобы попроще было. Или вообще по жизни, что вот ему делать? Тяжело человек взрослеет, вот может быть с этим еще как-то связано. Может быть сейчас какой-то период такой, когда уже, ну не то чтобы кризис среднего возраста, но повзрослеть-то уже в какой-то момент нужно переключаться. Он все как-то сопротивляется даже внутри себя. Какой мы ему совет можем дать? Давайте я соберу, чтобы пестренько у нас не было. Одной картой совет Мирт Рамазану Демиру на будущее, как ему действовать, как ему жить. А вот меняйся, вот я вам говорю, надо взрослеть, надо меняться, надо не кардинально меняться, не другим человеком становиться, не подстраиваться под окружающую обстановку, не соглашаться со всеми требованиями, там, знаете, опускать руки и перестать быть своим собственным внутренним дьяволом, который периодически прорывается. Он там свой собственный человек, у него есть стержень, у него 2 короля на секундочку на суть личности, он прям там есть человека внутри. Это не просто красивая картинка. Но что-то с этим нужно делать, это нужно как-то трансформировать, это нужно обучать, это нужно взрослеть, это нужно как-то, как называется-то, diamond, господи, алмаз, грань делать ему, да, делать ему, во-первых, новую огранку, а потом вот этими гранями играть, как-то поворачиваться к солнышку разными своими сторонами, чтобы и там прогревалось, и там ясность проявлялась, и там ты мог и той стороной проявиться в лучшем свете. Мне кажется, здесь нужно взрослеть, обучаться, профессионализму добавлять, как-то стабильнее, гармоничнее становиться с эмоциональной точки зрения. Тогда личная жизнь наладится, тогда, может быть, вот эти вот воздушные детские ожидания немножко подутихнут, и ты поймешь, где то хорошее, которое у тебя уже есть, что ты побоишься его, например, потерять, да, и не будешь тревожиться на тему того, что у тебя не каждый день 25 раз очень замечательное происходит в личной жизни. Удачи тебе, Мерт. Сейчас я буду перемешивать карты и будем раскладывать на взаимоотношения с Афрой, что было во время сериала, что после сериала произошло. Почему сошлись, почему разошлись, что их вместе не удержало, чего они друг от друга хотели. Пока я делаю очередную паузу, опять очень длинный у меня кусок получился. В 3-й части будем смотреть на уже непосредственно парочку. Так что возвращайтесь, ставьте лайк, пишите комментарии. В скорости увидимся в 3-й части. Пока-пока.